Перенесемся в живописный 1975 год. Время, когда мир погружался в важные изменения и преображения, когда одеяние истории облекалось в новые формы. Этот период был наполнен надеждой, но и вызовами, связанными с переменами. В эти дни врач и фотограф Николас Никсон, человек, который жил своей страстью к фотографии и любил свою семью, решает провести выходные в окружении своей жены Бэби и ее 3 сестер. Они собираются в уединенном и очаровательном Нью-Ханаане, расположенному к северу от славного, но шумного Нью-Йорка, который всегда был переполнен жизнью и динамикой. Сестры – яркие личности, каждая из которых была одарена не только внешней красотой, но и характером и уникальными качествами, собираются вместе, полные надежд и стремлений. Хизер, младшая, которая была полна юношеского задора и амбиций. Мими, образец грации и интеллекта. Бэби, надежная и заботливая. И Лори, мудрая старшая сестра и защитница. Каждая из них привносила в эту встречу что-то свое. Особенное. Николас, видя, насколько важна эта встреча для его жены и ее сестер, решает запечатлеть эти моменты навсегда. Вне зависимости от всех войн, смятений и социальных изменений, этот момент кажется особенным. Он предлагает сестрам позировать, и они, охваченные неким волнением, принимают его предложение. Сосредоточенные и даже серьезные, они смотрят в камеру, отказываясь от привычных улыбок. Этот контраст между серьезными лицами и их юной красотой делает момент еще более запоминающимся. Николас не подозревает, что этот единственный кадр станет началом большого проекта, который пройдет через десятилетия и сохранит их истории, радости и горести, набором воспоминаний на долгие годы вперед. Первый снимок становится важным, но коротким эпизодом в их жизни. Спустя всего год, в 1976-м, сестры снова собираются на семейные выходные в Хартфорде. Это событие уже становится не просто встречей, а настоящей традицией. Николас, стараясь сохранить последовательность этого особенного проекта, вновь фотографирует сестер и размещает их в том же порядке, от младшей к старшей. Эта простая, но важная традиция обретет огромное значение в их жизни. Каждая фотография символизирует их связь, укореняющуюся в любви, уважении и поддержке. Годы летят, как реи на летнем небе. Каждое последующее фото становится важным моментом в их стремительно меняющейся жизни. С каждой новой фотографией, сделанной на семейных собраниях, сестры начинают осознавать, как меняются их лица, тела и волосы. Они говорят друг другу о том, как меняется жизнь, потрясает своим разнообразием и, казалось бы, невероятными поворотами. Декорации, которые их окружают, могут меняться. Яркие пляжи, зеленый луг с цветами, уличные кафе или уютные интерьеры домов. Но то, что остается неизменным, это их порядок. Всегда от младшей к старшей. Это создает ощущение некой стабильности и предсказуемости в этом быстро меняющемся мире. Каждый Новый год становится не просто фотосессией, а настоящим ритуалом, собирающим их вместе. И эта встреча начинает обретать глубокий смысл. Им нужно проводить время вместе хотя бы раз в год, чтобы сохранить эту традицию как нечто святое и значимое. Это не просто обмен словами и приветствиями. Это истинная связь сердец и душ, которые с годами становятся только крепче. На первой фотографии, созданной в 1975 году, сестрам было по 15, 21, 23 и 25 лет. Они застигнуты на подъеме своей молодости, полные надежд на светлое будущее. Лишь спустя много лет, после завершения очередного снимка в 2013 году, Николас осознает, что этот проект не просто коллекция фотографий. Это история, достойная того, чтобы быть поделенной с миром.
Он решает представить свои труды на выставке под именем «Сестры Браун». По мере того, как проект обретает популярность, он начинает приобретать новую жизнь. Люди со всего мира приходят и смотрят на эти фотографии, имеющие ностальгическое значение, подчеркивая, как женщины меняются, проходя через разные стадии своей жизни. Эти снимки становятся окнами в их миры, позволяя зрителям заглянуть в их душу, в их радости и печали, в их надежды и мечты. В первых кадрах сестер видно, что они держатся на расстоянии друг от друга, с серьезными и порой даже дерзкими лицами. Однако с каждым годом их отношения становятся все ближе и теплее. Пройдя через различные испытания и радости, они постепенно начинают понимать и осознавать, насколько важна их связь друг с другом. Поглядывая на последние снимки, сделанные в 2013 году, можно заметить, как сильно сестры любят друг друга, как идут друг с другом в ногу через все испытания. Они выглядят сплоченно, крепко держа друг друга за руки, полные доверия и понимания, даже не осознавая, что это фото станет последним в их замечательной и трогательной традиции. Однако жизнь ожидает свои испытания. В том самом 1975 году, когда была сделана первая фотография, их родители трагически погибли в автомобильной аварии, что навсегда изменило их жизни. Эти лица, которые смотрят в камеру, представляют собой больше, чем просто серьезные выражения. На них видны шрамы, оставленные болезненными уроками жизни и горем. Одна из самых тяжелых потерь, произошедших в их жизни, накладывает отпечаток на их годы и отражается в будущих снимках. В 1984 году они отмечают юбилей своей традиции – 10 лет, и становятся более уверенными в том, что это действительно стало важной частью их жизни. Лори, старшая из них, выходит замуж, и радостный момент запечатлевается на фотографии, где already видно, что она может быть в положении. Она первой из сестер начинает строить семью и вскоре становится матерью двоих здоровых близнецов. Этот кадр становится символом новых начинаний и радости, которые приносят новые жизни. Сестры, как гордые тетки, с сияющими глазами смотрят на новорожденных, процессуально приносящих в их жизни новую надежду и счастье. Но несмотря на всю радость, предоставленную новыми моментами, события в жизни сестер становятся все более насыщенными и полными желаний и переживаний, которые передаются через их взгляды и улыбки. Каждая фотография становится хранилищем времени, которое, как ни странно, наполняется их историей. На следующих снимках становится все более очевидно, как сестры меняются со временем. От юных, полных надежд и мечт до зрелых, уверенных в себе женщин, готовых встретить мир и его сложности. К сожалению, вскоре они сталкиваются с жестокой реальностью. Традиция возобновления срещ длилась вплоть до 2013 года, когда жизнь представила им тяжелые испытания. Сообщения в СМИ подтверждают, что это последнее фото четверки вместе, так как одна из сестер уходит из жизни год спустя. Оставшиеся 3 женщины, испытывая глубокую утрату и печаль, понимают, что их традиция больше никогда не будет прежней. Таким образом, эта история о сестрах Браун становится не просто коллекцией фотографий, а настоящей летописью, рассказывающей о жизни, любви, утрате и сплоченности. Эти изображения становятся символом того, как даже через годы, испытания и потерю они сохраняли свою связь и память о том, что значит быть семьей. За каждой фотографией кроется целый мир чувств, событий и эмоций, которые они переживали вместе. И этот проект нашел отражение не только в их жизни, но и в сердцах многих людей, ставших зрителями этого удивительного, трогательного путешествия через время. Фотографии, которые когда-то начали как простые свадебные снимки, теперь стали архивом отношений, драма ожидания и открытия,
что есть за пределами простого изображения, преобразились в настоящую оду любви, семье, памяти и времени. Каждое мгновение отбрасывает свет на значимость уже пройденного пути, собираясь воедино, как лоскутное одеяло, полное истории, мудрости и эмоций.